Мобилизация – слово 2023 года. Именно этот термин выбрал онлайн-словарь современного украинского языка и сленга «мы слово». Отмечается, что мобилизация потеснила другого кандидата – контрнаступление. Также иными претендентами на звание слова года были связаны с войной. Словом года могли стать уклонист, позиционная война или же дрон. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Польское правительство договорилось с фермерами. Пункт пропуска Медика-Шегині должны открыть в ближайшее время. Я взагалі вважаю, що це все проплачено Росією. Ці всі протестувальники. Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов замороженных российских активов. Это историческая возможность заставить террористическое государство заплатить за свой террор. Жители Воронежа, Тюмени и Рязани несколько дней без отопления в 20-градусный мороз. Одна из худших ситуаций с коммунальным хозяйством в Московской области. По предварительным данным, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Доброе утро, дорогие подписчики! Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас. Поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами для прекращения блокады украинской границы в Медыке, пишет польское издание «Rzecz Pospolita». Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский пообещал дать письменные гарантии выполнения требований протестующих. Это предоставление субсидий на кукурузу, гарантии неповышения налогов и дешевые кредиты. Издание пишет, что субсидии должна утвердить Европейская комиссия, отмену повышения налога на 21% польский Сейм. Гарантирование кредитов должны обеспечить местные органы власти, которые затем получат компенсацию из госбюджета. В четверг польские фермеры снова заблокировали движение на пункте пропуска Медика-Шегині. Очередь составляет десятки километров. Перший місяць тільки влаштувався на роботу, випустили мене з України, вертаюся знову до України. Я приїхав 2 дні назад, це було, корок був 56 кілометрів. Зараз, напевно, буде сьогодні 100-140 кілометрів. Це дуже багато, це дуже довго. Водії виснажені, це важка робота, якщо чесно. Таке собі ставлення, якщо чесно, з польської сторони до українців. Я взагалі вважаю, що це все проплачено Росією. Ці всі протестувальники, я чув таке, це не офіційна інформація, не з неофіційних джерел, але я чув, що їм платять по 400 злотих за добу, що тут мітингували. Украина сорвала планы армии РФ наступать на плацдарм ВСУ на левобережье Херсонщины. Об этом пишет разведка Великобритании. А все потому, что ранее ВСУ сбили 3 российских боевых самолета Су-34 на южном направлении. После таких потерь ВС РФ почти полностью прекратили пилотируемые операции на юге до конца декабря минувшего года. В последние дни российские войска нарастили тактические авиаудары вокруг плацдарма, но не вышли на прежний уровень. Тем временем украинская разведка подтвердила результаты недавних ударов по Крыму. Были поражены склады боекомплектов вблизи села Гришино и несколько радиолокационных станций на аэродроме в Саках. Целями атаки, проведенной воинами Горминобороны Украины и воздушных сил ВСУ совместно с силами сектора обороны государства, стали российские позиции радиолокационной станции на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино. Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава боекомплекта русских захватчиков в Гришино. Информация о других потерях террористической России на временно оккупированной территории Крым уточняется. Зеленский призвал страны Запада передать Украине 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. По мнению президента Украины, это было бы справедливым шагом, который заставил бы Россию заплатить за агрессию. Ранее о поиске способа изъять 300 миллиардов долларов с замороженных российских счетов шли переговоры на уровне G7, писала Financial Times. Активизация переговоров может быть связана с тем, что в последние недели сорвалось выделение 2 пакетов финансовой помощи для Украины от ЕС и США. Это историческая возможность заставить террористическое государство заплатить за свой террор. Российская элита и руководство не заботятся о человеческих жизнях, но деньги их волнуют превыше всего. Для них потеря активов будет самой болезненной потерей. Они почувствуют истинную силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора. Решение использовать замороженные российские активы для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию России против Украины.
Это пошлет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам во всем мире. Нападение на другое государство не окупится. Это заставляет агрессора платить. Тем временем компания путинского олигарха Фридмана подала к Украине иск на $1 миллиард. Российский бизнесмен никак не может определиться, с умными он или с красивыми. То возвращается в РФ, то якобы помогает ВСУ. Теперь вот требует компенсацию за национализацию Альфа-Банк Украина. А еще Фридман вдруг вспомнил про верховенство права. Сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров. Крайне важно, чтобы все государства соблюдали верховенство права. Оно не может быть без труда приостановлено в военное время. Напротив, именно в такие периоды государства подвергаются проверке на предмет того, соблюдают ли они международное верховенство права или нарушают его. До полномасштабного вторжения Альфа-Банк Украина занимала 7-е место из почти 70 банков в Украине по размеру общих активов. Его национализировали летом 2023 года. Государство в лице Минфина приобрело банк за 1 гривну. В НБУ поводом для национализации банка назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции. Режим ЧС локального характера ввели в подмосковном Подольске из-за долгого отсутствия отопления. Уже несколько дней больше 20 тысяч человек сидят без электричества. В некоторых домах от холода прорвало трубы и затопило квартиры. То же самое и с больницами, магазинами и спортивными учреждениями. Во время новогодних праздников жители нескольких регионов России остались без отопления в домах во время 20-градусных морозов. Люди замерзали в Воронеже, Тюмени и Рязани. Но одна из худших ситуаций с коммунальным хозяйством сложилась в Московской области. Вице-губернатор заявил, ситуацию от властей области скрывали. По предварительной данной, здесь было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар. Но проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, она не была выведена в нашу единую систему контроля, теплоснабжения Московской области, где мы видим все инциденты, соответственно, принимаем соответствующие решения. Практически сутки мы находились в неведении и, в общем-то, получили обратную связь, за что жителям спасибо, через соцсети и жалобы граждан, которые начали писать о том, что у них нет тепла. Ну а Махачкала останется без света еще на 2 месяца. В прошлом году жители Дагестана около 10 раз перекрывали улиц из-за отсутствия света и воды. Директор Дагэнерго обосновал плановое отключение тем, что энергетикам нужно провести все запланированные работы по замене и ремонту оборудования. Власти обещали закончить все работы до конца декабря 2023 года, но что-то пошло не так. Наверное, все деньги ушли на то, чтобы лишить света, тепла и жизни украинцев. Эти работы будут продолжаться у нас до конца февраля, но минимизируя отключение наших потребителей. У нас также есть и дизель-генераторы, и передвижные подстанции, где мы, для понимания, для наших горожан, эти работы нам необходимо сделать, для того, чтобы мы в этом году лето не получали ни аварийных отключений, ни из-за перегрузов. Икона Святая Троица кисти Андрея Рублева привезена в храм Христа Спасителя. На российское Рождество богослужение провел патриарх Кирилл. Икона будет находиться в храме в обычной витрине без климатического контроля, вопреки требованиям. Троицу 15 века после сотни лет хранения в Третьяковской галерее Путин отдал РПЦ в мае прошлого года. Искусствоведы выступали против перемещения, поскольку ненадлежащее хранение может повредить и даже уничтожить икону. Процессы идут. Они, естественно, начались на Троицу. Перевозки, содержание в неустойчивом климате. Это все ведет к таким процессам, как отслоение левкаса. Начинается движение авторского левкаса и авторского красочного слоя. Что приводит в конечном итоге, вот эта динамика, она приводит к утратам. Процессы идут медленно, но они совершенно необратимы. Вот в чем беда. И то, что сейчас икона находится в таком невероятно неподходящем для произведения искусства, для произведения живописи, а тем более живописи на дереве условиях, это просто преступление.
Верховный суд США принял жалобу Трампа на недопуск к президентским выборам в Колорадо. Дело направлено на устное слушание, которое начнутся 8 февраля. Адвокаты Трампа заявили, что вопрос о праве занимать пост президента США должен оставаться за Конгрессом, а не за судами штатов. Вердикт Верховного суда обязателен к исполнению по всей стране. Ранее Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп не имеет права баллотироваться на пост президента, потому что Конституция запрещает избираться чиновникам, которые участвовали в мятеже. В своей первой предвыборной речи президент США Байден предупредил избирателей об опасностях для страны в случае возвращения к власти Трампа. Продолжит ли демократия быть священной миссией Америки? Это самый актуальный вопрос нашего времени. В нем вся суть выборов 2024 года. Почти 250 человек пропали без вести во время землетрясения в Японии. Надежды найти выживших почти что нет. Землетрясение магнитудой в 7,6 произошло на отдаленном полуострове Нота на западе Японии 1 января. Официальное число погибших в результате стихийного бедствия превысило уже 120 человек, еще около 600 ранены. Спасательным работам мешает ливень и снегопады. Почти 5000 человек продолжают разгребать завалы. Удалось спасти 90-летнюю женщину, которая пролежала в постели под обломками дома 4 дня. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!